Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на канал про астрологию. Меня зовут Виктор, а это видео посвящено будущему интересному аспекту между Солнцем и Сатурном. Как повлияет эта связь двух планет на нашу жизнь? Давайте поскорее узнаем подробности. Наливайте чай или кофе, подписывайтесь на канал, если случайно на него попали, и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Мы начинаем! Аспект между Солнцем и Сатурном будет благоприятный и длиться будет с 7 мая по 15. Этот аспект дает нам упорство и выносливость в достижении наших целей, умение руководить, командовать, а также добиваться непосредственного результата, который мы можем требовать и от себя, и от окружающих. Этот аспект усиливает трудолюбие, работоспособность, а также приносит в нашу жизнь подъем в финансовом плане и в карьерном плане, если только мы будем делать все по правилам. Давайте поскорее перейдем к прогнозу для каждого знака зодиака. Овны, аспект будет в вашем втором доме гороскопа. Все, что связано с финансами и с прибылью. Если вы планировали открыть свой бизнес благодаря сельскохозяйственности, может быть, вы выращиваете свои помидоры и огурцы, то это будет замечательное время, чтобы начать, наконец-то, что-то делать, как-то реализовывать свой план. Потом, любые капиталовложения, любые финансовые сделки должны пройти хорошо, если вы будете четко понимать и знать, к чему вы стремитесь, и отстаивать свою позицию в этом плане. Также некоторые из овнов могут получить наследство или какие-то выплаты, которые вы вообще не ожидали. Так что будьте готовы, что скоро какая-то финансовая новость у вас может появиться. Тельцы, аспект состоится в вашем первом доме гороскопа и усиливаются ваши личные качества, ваш характер вообще, стойкость, вот этот внутренний стержень. Что-то произойдет в вашей жизни с 7 по 15 мая, что заставит вас проявить свою стойкость и выносливость. Помимо всего прочего, этот аспект поможет вам выяснить, кто среди вашего окружения недостоин вашего внимания, кто достаточно подло относится к вашему времени и кому вообще нельзя доверять. Вы словно это будете вычислять на интуитивном таком чувстве. Помимо всего прочего, кто-то из тельцов наконец-то решится избавиться от всего ненужного. Вы словно очистите свое пространство от вещей, которые больше не приносят вам пользы. Самое главное, проявите в эту неделю мудрость. Подключить свой житейский опыт и опыт общения с людьми в вашей жизни, чтобы не нарубить дров и не допустить ошибок, когда вы будете кого-то блокировать в социальных сетях. Близнецы, аспект состоится в вашем 12 доме гороскопа. Если вы сейчас находитесь без работы, то посмотрите вакансии в каких-то учреждениях закрытого типа. Это могут быть больницы, санатории, дома отдыха, там, где что-то происходит в изоляции. Возможно, вы там себя быстрее реализуете. Прибыль в течение этой недели может принести вам сфера искусства, творчества или оккультные науки. Если вы посвящаете себя эзотерике, вы можете найти новых клиентов. Возможно, кто-то из близнецов почувствует некое покровительство со стороны. Вы можете вычислить человека, которому нравится то, чем вы занимаетесь, и он может протянуть вам руку помощи и вообще помочь реализоваться. Главное — быть распахнутыми к переменам, готовыми к новым сотрудничествам. Поэтому здесь желаю вам удачи. Рак, аспект состоится в вашем 11 доме гороскопа, а это говорит о какой-то философской точке зрения. Возможно, вы будете смотреть на свою жизнь и на будущие свои планы с какой-то надеждой, с какой-то ноткой мудрости, рассудительности, что сейчас я поступлю так, и вот потом все пойдет хорошо. Шаг за шагом. Какие-то оригинальные мысли могут вас посетить, идеи в течение этой недели, пока будет аспект между Солнцем и Сатурном. Главное, все эти идеи записывайте. Вы можете встретить преданных единомышленников, новых друзей, которые могут вас поддержать в вашем начинании. В этот момент вы можете пренебрегать своим временем, своими финансами, можете делать какие-то вложения в какие-то группы, в сообщества, в рекламу. Неважно, как это все будет проходить, главное, что вас будет интересовать результат и поддержка людей, для которых вы будете, так сказать, и жертвовать своим временем и финансами. Будьте просто немного аккуратными. Львы, аспект состоится в вашем 10 доме гороскопа, а это усиление ваших амбиций и желаний.
Вы можете перед собой построить какую-то иллюзорную картину вашего будущего, если вы сейчас будете вкалывать как проклятый, если вы сейчас заявите о себе, поставите перед собой какую-то цель и будете ее добиваться. Самое главное, вот эти золотые горы не особо сильно раздувать, потому что если вдруг что-то пойдет не по плану, чтобы вы потом не разочаровались в сами себе. Стабильность и подъем материального благосостояния вполне возможен, если вы сейчас себя дисциплинируете и будете жить по каким-то определенным правилам, которые сами себе напридумали. Возможно, они как раз вам помогут достичь того, чего вы хотите. Желаю вам удачи! Девы, аспект состоится в вашем 9-м доме гороскопа, а это поддержка со стороны людей старше вас, мудрее вас, которые знают о жизни больше, чем вы. Вы можете рассчитывать на их поддержку, на их какой-то совет или просто доброе слово. В этот период вы будете более великодушны, милосердны, прощать многим людям свои ошибки и свои какие-то косяки. Если вы думали, куда же пойти учиться, где же меня ждет прибыль, то в течение этой недели я советую вам рассмотреть такие варианты, как адвокатская деятельность, все, что связано с правом и налогами. Также прибыль может принести сфера касательно путешествий и поездок. Это может быть менеджер по туризму или гид. Аспект должен принести вам какие-то новые идеи по достижению ваших целей, поэтому желаю вам удачи. Весы. Аспект состоится в вашем 8-м доме гороскопа, а это хорошее время, чтобы обратиться к самоанализу, понять, чего вы хотите, к чему вы стремитесь. Самое важное – расставить все точки по местам и четко понять, к чему вы больше не вернетесь, чем вы больше заниматься не хотите, а к чему открыта ваша дорога. Именно тогда, когда вы познаете себя, вы и узнаете, где вы можете брать прибыль и на чем зарабатывать. Главное – действовать как Сатурн, немного с мудростью, с философской точки зрения смотреть на какие-то вещи и проявлять дисциплину. Без дисциплины, к сожалению, добиться того, чего вы хотите, будет сложновато. В эту неделю, с 7 по 15 число, у вас может возникнуть интерес к оккультным наукам. Поэтому здесь запасайтесь ручками, тетрадками, чтобы записывать любую важную информацию. Скорпионы. Аспект состоится в вашем 7-м доме гороскопа, а это усиление супружеской жизни. Какой-то выход на новый уровень в ваших отношениях. Если вы планировали свадьбу, то это замечательное время для бракосочетания. А если предложить руку и сердце, тоже этот аспект замечательно подходит. Самое главное знать четко, дорогие скорпионы, фиктивный ваш брак или нет, по любви или за деньги. Вот тогда и будет разрабатываться сценарий Вселенной. Если это фиктивный брак, он долго не продержится. Но при этом аспекте брак может быть достаточно удачным и стойким, что бы кто ни говорил. Самое главное понять, вместе вы движетесь к одной цели со своим партнером или все-таки цели у вас разные. Стрельцы. Аспект состоится в вашем 6-м доме гороскопа, а это замечательная возможность наконец-то взяться за дела лечебные, все, что касается здоровья и каких-то медикаментов. У вас появится возможность что-то приобрести, или вы будете искать в интернете какую-то информацию касательно ваших анализов или вашего состояния на данный момент. Хорошо начинать в этот аспект заниматься диетами, как-то планировать свой рацион и режим питания и сна. Успех в финансовом плане ждет тех, кто занимается медициной и работает в государственных органах. Самое главное не переусердствовать, дорогие стрельцы, и вовремя давать себе отдыхать. Козероги. Аспект будет в вашем 5-м доме гороскопа, а это успех для людей, которые занимаются педагогикой. Все, что связано с воспитанием, учительством, с какими-то профессиями, связанными с детьми и даже спортом. Если вы занимаетесь искусством, дорогие козероги, то аспект должен принести вам какие-то финансовые подъемы. Также аспект Солнца и Сатурна улучшает взаимоотношения между вами и вашими детьми и противоположным полом. Также этот аспект укрепляет отношения между вами и родственниками пожилого возраста. Поэтому запасайтесь чаем, печеньками и езжайте в гости к бабушке или к дедушке. Водолеи. Аспект будет в 4-м доме гороскопа. Если вы работаете риэлтором или что-то связано с недвижимостью, с куплей-продажей, арендой недвижимости, то в течение недели возможен финансовый подъем. Вы сможете заключить
очень хорошие сделки и контракты. Будьте повнимательней. Если вы все еще думаете, кем можете стать и какую профессию освоить, то вспомните, чем занимались ваши родственники и потомки. Возможно, какие-то качества вы унаследовали от них. В этот аспект хорошо заниматься какими-то семейными традициями, организовывать праздники, какие-то поездки и дни рождения. Если вы хотите заручиться поддержкой, то получите ее только в семье, среди родителей и близких вам людей. Рыбы. Аспект состоится в вашем третьем доме гороскопа. Провоцирует Сатурн солнышко на трудолюбие и усердную работу. Возможно, вы найдете подход к вашим коллегам, которые не шли на контакт. И также усилятся отношения между вами и вашим братом или сестрой. Если ваша сфера деятельности связана с поездками, командировками или какой-то научной деятельностью, в том числе интеллектуальной, то вы можете поймать музу или заключить очень выгодную сделку. Также успех ждет журналистов, писателей и людей, которые работают в издательствах. Самое главное – устойчивость и стремление идти к своему успеху и к своим вершинам, потому что Сатурн будет призывать вас к стабильности. Дорогие зрители, планета Сатурн – это планета ограничений, препятствий и барьеров. Самое главное в этот период с 7 по 15 мая увидеть то, что вам мешает добиться целей, проанализировать это и стараться понять, как можно это все преодолеть. Также очень полезно брать советы людей, которые выше вас по должности, более мудрых, более опытных в вашем окружении. Если вдруг настанет такой момент на неделе, что вам придется заручиться поддержкой, ищите именно такого человека. Концентрация над каким-то делом, когда происходит аспект между Сатурном и Солнцем, усиливается. И это самое главное, дорогие зрители, чтобы вы отмели все ненужное и потратили время на какую-то определенную задачу. Энергия этого аспекта придаст вам той самой устойчивости, которой не хватает для того, чтобы добиться конкретных результатов. Самое главное, дорогие зрители, не бояться брать на себя ответственность за свою жизнь, за свои проекты и стремиться только к лучшему. Тогда все наладится. Спасибо большое вам за просмотр. Пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если случайно на него попали. Я желаю всем нам крепкого здоровья, стремления к лучшему и постараться все-таки с 7 по 15 мая как-то себя дисциплинировать и начать уже добиваться своих целей. Перестать откладывать свою жизнь на потом. Всем до свидания.